Утром мы собрали лагерь и, пополнив запасы воды в Курае, поехали дальше. Водонапорная башня. Вроде никто нас не остановил. Сегодня у нас по плану было посетить место под названием Марс. Находится оно неподалеку от села Чаган-Узун в Кошагачском районе. Некоторые робкие туристы не решаются переехать через ручей. Этим пользуются предприимчивые алтайцы и продают им туры на УАЗиках. Хотя в принципе проблем доехать до видовки на Марс-2 никаких. Веста, стоящая на горе, этому подтверждение. Здесь мы немного разделились. Я с Дашей и Виталий поехали смотреть на Марс-2 с высоты, а все остальные пошли пешком смотреть Марс-1. Место безусловно красивое и заслуживает внимания, но не более того. Меня как человека, избалованного Монголией, сложно уже чем-то удивить, хотя в этом больше виноваты толпы туристов. Эх, куда же без них на Алтае? Место для автографов. Наши земляки оставили надпись. Горы как будто окрашены в разные оттенки красного, желтого и зеленого цвета. Цветовая гамма обуславливается оксидами железа, которые придают скалам красный цвет, примеси хрома – желтый, а примеси марганца – розовые и сиреневые цвета. Каждый слой формировался в отдельный период, и условия того периода влияли на окраску глины. Ветер и талые воды прорезали бороздки и овраги, образовывали причудливый рельеф. Налюбовавшись Марсом, наши пути разошлись. Экипажу Вольвы предстояло решить проблему с логистикой второй разбитой Вольвы, которая находилась в Ангудае, да и сломанная рука давала о себе знать. Поэтому экипаж Вольвы поехал в Ангудай, а мы к следующей цели нашего путешествия – озеру Джангысколь. Путь наш лежит через Курайскую степь. Пересекаем реку Чую через мост и едем в сторону Перевалки, откуда в свою очередь туристы добираются до альплагеря Актрум. Мост через реку Чуя в плачевном состоянии. Видно, что особо за ним не следят. До сегодняшнего дня нам в принципе не нужны были внедорожные возможности Прада. Но ездить там, где любой может проехать на девяточке, не для меня. Иначе зачем покупать внедорожник? Леша меряет брод. А вот и первое внедорожное приключение. Ручей разлился, вода мутная и дна не видно. Не зря я взял болотные сапоги, одеваю их и иду щупать дно. Нахожу хорошую траекторию и преодолеваю первое препятствие, немного буксанув в травке. Дальнейшие броды проходим сходу, без всякой разведки. Погода портится, и начинаются сомнения, а стоит ли ехать, может лучше развернуться? Но, к счастью, мы не струхнули, не повернули и поехали дальше.
По пути встретили компанию на микроавтобусе, которые ехали в ту же сторону. Предложили поехать вместе, так спокойнее преодолевать серьезные броды через речку Актру. Хоть они и не сильно глубокие для Прадо, но из-за молочного цвета воды не видно дна и есть риск налететь на большой валун. А сильное течение усложняет разведку дна, но, к счастью, все обошлось. Ну так-то нормально. Доехав до озера, глядя на бегающие тучи, моросящий дождь, собачий холод, снова закрались сомнения, а не поехать ли обратно. Чтобы обдумать, останавливаемся на обед, кипятим чай на газовой горелке. Я в это время успеваю снять несколько таймлапсов. Парни на микроавтобусе поехали дальше. Тут наши пути с ними разошлись. Забрались высоко в горы. Чуть дальше озеро Джангысколь. Дождик кончился. Остановились попить чаю. В долине озера Джангысколь. Погода к моменту окончания перекуса так и не подала признаков надежды на ее улучшение, поэтому решили ехать обратно. Уже поднимаясь на перевал, я оглянулся назад в зеркало заднего вида и увидел белый лик в небе. Это был знак. Мы поверили ему и все-таки решили вернуться к озеру и заночевать здесь. И это было очень правильное решение.